Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Модный бренд Diesel – это уже не только про джинсовую одежду, но еще и нестандартные решения, чаще провокационные и футуристичные. Таковой марка предстала на неделе моды в Милане с презентацией коллекции «Осень-зима 2024-2025». В очередной раз талантливый и изобретательный дизайнер Глен Мартинс устроил грандиозное шоу. Судя по бесконечным очередям, собравшимся у входа на показ, креативному директору бренда удалось привлечь еще большую аудиторию в ряды поклонников Diesel. За несколько дней до фэшн-мероприятия он запустил в эфир живое шоу со множеством камер, освещающих весь процесс подготовки и организации модного действа. В общей сложности 72 часа пользователи интернет-сети могли следить за процессами кастинга, созданием образов, работой ателье, изменениями в мастерских и обустройством подиума вплоть до знаменательного дня. В дальнейшем, посредством масштабной зум-трансляции, они продолжили просмотр, присоединившись к публике, приглашенной на презентацию новой линейки бренда. В затемненном пространстве гости расположились довольно близко перед огромными цифровыми экранами, на которых они увидели сотни маленьких квадратов окон, где в каждом тоже один из зрителей шоу, но только в режиме онлайн. Получилось что-то вроде цветной мозаики на стенах. На данном этапе сам собой возник вопрос, кто на кого смотрит? Кто здесь на самом деле реальный зритель, а кто виртуальный? Да, Глен Мартинс, как всегда, оказался мастером эффектной подачи коллекции. Задуманный дизайнером фокус получился. Теперь каждый из гостей шоу не просто рассматривал модные образы на подиуме, но и наблюдал за реакцией других людей на тот или иной стильный аутфит. Так чем же сегодня нас удивляет бренд? Как и в предыдущих сезонах, в первую очередь все внимание уделено работе с фактурой. Рубашки, футболки, облегающие трикотажные платья и джинсовые брюки, а также одежда из кожи выглядят потертыми и достаточно изношенными по краям или в вырезах. Удачным я назову решение добавить прозрачные вставки из органзы либо тончайшей трикотажной сетки. Результат получился потрясающим. Рванина теперь смотрится воздушной и даже нарядной. Настоящее ювелирное творчество ателье модного дома. Следующим не менее интересным блоком коллекции выступили наряды с флористическими мотивами. Шифоновые платья и юбки с цветочным принтом, казалось, вот-вот и рассыпятся на моделях, оставляя лишь несколько лоскутков на подкладке. Сквозь хрупкий ковер из очаровательных бутонов иногда вдруг проявлялся дерзкий леопардовый узор. Среди смелых и увлекательных экспериментов дизайнера стоит отметить мохнатые вещи, изготовленные в стиле старых ковров из козьей шерсти. Шубы, жакеты, юбки, куртки, пальто наверняка очень теплые и прекрасно сочетались в образах с меховой либо кожаной обувью. Но эти пушистые головные уборы мне почему-то напомнили растрепанные парики либо шапочки для котов в виде гривы льва. В общем, повеселили. Среди удачных решений я назову изделия из окрашенного меха с градиентным переходом по цвету, наряды в оттенках графита или с магическими синими переливами, представленные в финальной части модного шоу. К ним под стать оказались меховые сумки с графическим ромбовидным узором. Что мы обычно ждем от презентации Diesel? Море джинсы, потертости, да, это все есть, но много чего еще смелого, стильного и уж точно не скучного. Жду ваше мнение, друзья, в комментариях. Огромнейшее спасибо за поддержку канала, за ваш лайк и подписку. Всем красоты, модных обновок, позитива и солнечного настроения!